Топ-10 разлучниц российского шоу-бизнеса. Известная поговорка гласит, что на чужом несчастье счастье не построишь. Но верна ли она, когда в ход идет самое светлое чувство – любовь? Многие звезды годами обманывали свои вторые половинки, а что получилось в итоге, показало время. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы ничего не пропустить. Татьяна Навка. В 1993 году 18-летняя фигуристка влюбилась в своего тренера, Александра Жулина, олимпийского чемпиона, который был старше своей юной подопечной на 11 лет и вдобавок женат. Когда брак Жулиной Майи Усовой начал трещать по швам, Татьяна пошла в наступление. Фигурист развелся и в 2000 году сыграл свадьбу с Навкой. Александр сыграл не последнюю роль в победоносном выступлении Татьяны на Олимпиаде в 2006 году. А Татьяна родила любимому, дочь Сашу. Татьяна была образцовой женой 9 лет, пока в прессу не просочились слухи о ее неверности. На шоу «Ледниковый период» спортсменка влюбилась в своего партнера Марата Башарова. Актера тогда связывали отношения с Елизаветой Круско, которая ради него перешла в ислам. Любовники расстались со своими половинками и получили возможность не скрывать чувств. Правда, роман Навки и Башарова продлился чуть меньше года, и спортсменка нашла замену Марату в лице Алексея Воробьева. И здесь Навка вновь разбила союз. Перед встречей с ней, на шоу «Лед и пламень», Воробьев встречался с актрисой Анной Чиповской. В 2010 году Татьяна снова увлеклась женатым мужчиной. Под прицелом олимпийской чемпионки оказался пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков. Законная супруга Пескова, Екатерина, поняла, что брак обречен, когда Навка родила от еще женатого Пескова дочь. Летом 2015 года фигуристка и чиновник поженились. Вера Брежнева. Мужчинам, оставленными Верой Брежневой, приходилось нелегко. Украинский чиновник Виталий Войченко, от которого Вера в 2001 году родила дочь Соню, после разрыва долго не мог прийти в себя. Войченко утверждал, что причиной расставания стали финансы. В начале нулевых у него практически не было денег, и гражданская жена нередко находила утешение в объятиях других мужчин, пока окончательно не ушла. Следующим избранником артистки стал бизнесмен Михаил Киперман, от которого в 2009 году певица родила дочь Сару. Михаил помогал Вере строить музыкальную карьеру и оставил ради нее семью, но и здесь камнем преткновения, по слухам, стали деньги. У мужчины начались проблемы с бизнесом, и Брежнева подала на развод через 6 лет брака. О романе Константина Меладзе и Веры Брежневой заговорили после того, как в 2002 году блондинка присоединилась к Виагре. Но тогда Меладзе был женат на Яне Сум, а Вера, как сказано выше, собиралась замуж за Михаила Кипермана. В 2012 году Вера и Михаил развелись. Годом позже оставил семью и Константин Меладзе. В октябре 2015 года Вера Брежнева и Константин Меладзе тайно поженились в Италии. Елизавета Боярская. Максим Матвеев в 2008 году на репетициях спектакля под названием «41» познакомился с латвийской актрисой Яной Сексте. Скоропалительный брак продолжался чуть больше года. Все изменила встреча артиста с Елизаветой Боярской. Актеров свели съемки картины «Не скажу». Максим не стал вести двойную жизнь и честно рассказал о влюбленности супруги. Максим проявил редкую тактичность и сумел расстаться с Яной, сохранив дружеские отношения. В 2010 году он женился на Лизе, а 3 годами позже и Сексте нашла свое счастье, вышла замуж за композитора Дмитрия Марина и родила дочь Анну. Максим Матвеев и Елизавета Боярская воспитывают 2 сыновей. Андрею в апреле исполнится 7 лет, а Гриша родился в декабре 2018 года. Постоянно ходят слухи о разводе супругов. Анна Матисон. В 2015 году, после 15 лет брака, актер Сергей Безруков расстался со своей женой Ириной. Они познакомились в 1998 году на съемках фильма «Крестоносец 2», и Ирину не смутило то, что ее новый мужчина младше на 9 лет. Союз актеров, казалось, был олицетворением супружеской любви и верности, пока в феврале 2015 года Безруков не завел роман с режиссером Анной Матисон на съемках ее картины «Млечный путь». Матисон и Безруков знали друг друга с 2011 года, когда Анна работала над сценарием к фильму «Елки 2», где снимался Сергей. Тогда отношения коллег были исключительно рабочие, но на Байкале во время работы над проектом «Млечный путь» дружба Анны и Сергея переросла в роман. Год назад Анна Матисон родила от актера дочь Машу. Кристина Асмус. С 2005 года резидент Comedy Club Гарик Харламов
жил с Юлией Лещенко, которая по желанию своего мужчины оставила работу управляющей ночного клуба. В 2010 году пара поженилась, но вскоре Лещенко начала подозревать мужа в изменах. Харламов уходил от прямых вопросов, и в итоге о романе мужа с актрисой интернов Кристиной Асмус девушка узнала из газет. Известно, что артисты были знакомы давно, однако в конце 2012 года между ними завязалась переписка в соцсетях, которая и стала началом отношений. При этом, по словам Лещенко, они с Гариком все еще пытались зачать ребенка, в то время как тот уже ухаживал за Асмус. Забеременеть Юлии не удалось. А вот Кристина в 2014 году родила от Харламова дочку, Анастасию. О положении актрисы стало известно, когда Лещенко и Харламов еще были официально женаты. Юлия смирилась с предательством, но не сдавалась в суде. В итоге, суд обязал Харламова выплатить бывшей жене 5 миллионов рублей. Паулина Андреева. Экс-модель и главный редактор журнала Hello, Светлана Бондарчук, была замужем за Федором Бондарчуком 25 лет. Супруги вырастили сына Сергея, вместе заботились об особенной дочери Варваре, но в начале 2016 года официально объявили о расставании. А вскоре Федор появился на кинофестивале «Кинотавр» с актрисой Паулиной Андреевой, которая младше него на 21 год. Высокая, стройная артистка с нестандартной внешностью в сентябре 2019 года стала законной женой режиссера. Мать Бондарчука, актриса Ирина Скопцева, в 2017 году рассказывала журналистам, что Федор и Светлана долго не могли найти времени развестись официально. Альбина Джанабаева. Поклонники Валерия Меладзе восхищались примерным семьянином. Будущий артист женился на Ирине Малухиной в 23 года. Вместе с ней пережил смерть новорожденного первенца и головокружительный взлет к вершинам славы. В 1991 году у пары родилась Инга, в 1999 году Софья. В 2002 году Арина. Супруги растили дочерей и проявляли полное взаимопонимание. В феврале 2004 года бэк-вокалистка Валерия Меладзе родила сына Костю, об отце которого молчала. Репутация певца была столь незыблема, что никто не заподозрил его отцовство даже после внезапного приглашения Альбины Джанабаевой в состав группы Viagra, продюсируемой братом Валерия. Только через 9 лет артисты подтвердят свой роман. К тому времени брак Валерия Меладзе окончательно изживет себя. В январе 2014 года он разведется с Ириной, а уже через полгода снова станет отцом. 2 июля Альбина Джанабаева родит сына Луку. Вскоре журналисты сообщат о тайной свадьбе Альбины и Валерия, которую сами влюбленные также не будут афишировать. Паре потребуется еще несколько лет, чтобы начать комментировать свои отношения и показать поклонникам детей. Маргарита Симоньян. Алена Хмельницкая была много лет счастлива в браке с Тиграном Кеосаяном. Актриса и режиссер – удачное сочетание, обеспечивающее взаимопонимание супругов в профессиональных вопросах. Пара воспитывала 2 дочерей, Александру и Ксению. Известие о разводе супругов в 2014 году стало для многих неприятным сюрпризом. Алена предпочитала не вдаваться в подробности разрыва и избегала расспросов о личной жизни. Вскоре выяснилось, что еще в августе 2013 года главный редактор канала Russia Today, Маргарита Симоньян, родила от режиссера дочь Марьяну. Хмельницкая и Кеосаян развелись, а уже в сентябре 2014 года у режиссера и его новой возлюбленной родился сын Баграт. Оказалось, что их роман начался еще в 2012 году, когда младшей дочери Тиграна в первом браке не исполнилось и 2 лет. Ради детей Алена Хмельницкая сумела сохранить доброжелательные отношения с экс-супругом. В 2016 году актриса встретила Александра Синюшина, с которым счастлива до сих пор. Сексапильная многодетная мама Анна Седокова. Одна из самых желанных девушек российского шоу-бизнеса, Анна Седокова, нашла нового мужчину. Им стал популярный латвийский баскетболист Янис Тима. Об их романе стало известно благодаря папарацци, которые выложили в сеть фотографии пары, где влюбленные нежатся на шезлонгах в Турции. Эта новость молниеносно разлетелась по всему интернету. Слухи дошли и до бывшей жены спортсмена. Обиженная девушка не удержалась и прокомментировала горячие снимки, разгромив и Седокову, и Яниса. Она обвинила Анну в том, что та вероломно разрушила семью. В
Впрочем, баскетболист не стал отрицать слов экс-супруги и сразу же потребовал развода и раздела имущества. Недавно и звездная певица не постеснялась выложить пост в своем Instagram, где подтвердила статус отношений с Янисом. Супруга Яниса, Сана, набросилась с критикой на Седокову. Разве эта потаскуха с 3 детьми от 3 разных мужчин этого стоит? И известно ли тебе, что на данный момент ты не единственный ее мужчина? Негодовала женщина. Анна была в ярости от слов соперницы. Я никому не позволю оскорблять ни меня, ни мою семью. И буду вынуждена защищать себя в суде, чтобы впредь никому не пришла в голову мысль поливать людей грязью. Отметила артистка. К слову, Сана пыталась всеми силами сохранить семью. Только что узнала от своего мужа, что мы расстались полгода назад. Знаю только то, что полгода назад он стал мне изменять. Заботиться для него означает блокировать кредитные карточки матери своего сына, оставлять без денег, говорить, что нужно выметаться из квартиры с сыном и жить на улице. Откровенничала Сана. Пелагея. Вот уже 3 года певица живет в браке с хоккеистом Иваном Телигиным, супруги растят дочь Таисию. Поговаривают, что пара познакомилась, когда спортсмен был женат на бывшей танцовщице Евгении Ноур, которая родила ему сына Марка. Лишь спустя время, Ноур призналась, что сильно сомневалась в Иване, ведь тот был младше ее, а о новом любовном увлечении избранника она узнала не от него самого, а из прессы. Возможно, именно поэтому Пелагея предпочитала лишний раз не рассказывать об амурных делах, боясь осуждения. Лишь спустя время артистка стала давать комментарии на тему семейной жизни. Чистая совесть, как говорят, лучшая подушка. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, у меня совесть чистая и я сплю прекрасно. А все остальное, что говорят, не стоит этому верить. Я бы не смогла спокойно жить, если бы то, что пишут, было правдой, если бы я кого-то уводила. Это просто еще один период в моей жизни, который меня сделал сильнее, говорила она. Друзья, не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик, и вы будете в курсе всех интересных историй и горячих новостей. Делитесь этим видео со своими знакомыми в соцсетях, ведь им тоже будет интересно посмотреть.